Этот метод продвижения на YouTube позволит вам увеличить просмотры в несколько раз. Привет, меня зовут Андрей, и я занимаюсь локализацией YouTube. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать о секретном способе раскрутки вашего YouTube-канала. А начнем мы разбор секрета с того, что видео становится популярным, когда у него подобрана актуальная тема, которая популярна и важна прямо сейчас, в данный момент времени. У вас может быть клевая картинка, привлекательное название, хороший монтаж, но видео все равно не набирает просмотра, потому что оно сейчас не актуально и неинтересно пользователям. Вот пару примеров. Хорошее видео, вроде бы обложка неплохая, но они не набирают просмотры. А кулинары знают, когда кабачки вкуснее мяса набирают наибольшее количество просмотров. В партнерских сетях типа Медиакуба для этого есть специальные люди, которые следят за трендами, нишами и сезонностью и рекомендуют своим клиентам, что снимать. И это здорово помогает и упрощает процесс подготовки к съемкам, так и помогает значительно больше заработать. Ведь мы же тут на Ютубе не по приколу видосики делаем, мы хотим денежки. А вот примеры хорошо подобранных по сезону тематики. Например, зимой, ближе к Новому году, хорошо подойдут подборки рождественских фильмов, а для кулинаров хорошо подойдут рецепты глинтвейна и каких-нибудь рождественских горячих блюд. Летом такое точно не взлетит. Зато летом хорошо взлетит тревел, путешествия, обзоры курортов и тому подобное. Наши любимые кабачки вкуснее мяса хорошо зайдут осенью, либо в конце лета. А новости нужно выпускать всегда актуальными. Допустим, вы проанализировали и нашли нишу, или просто угадали. Картинка клевая, клевое название, люди кликают и заходят, но аналитика показывает, что ваше видео смотрят только, к примеру, 10 секунд. И все. Дальше отвал. Не беда, мы уже умеем подбирать нишу, умеем подбирать картинку, в нас кликают, осталось поработать над удержанием. Чтобы это исправить, есть несколько способов. Начнем с того, что всегда первые несколько секунд видео должны оправдывать ваше название и обложку. Вот, к примеру, вы кликнули в видео с котиком, а потом читаете скучную новость. Логично, что будет отвал. Это такой гиперболизированный пример, но смысл примерно тот же. Одна из техник, которая нравится лично мне, это вставить в начало видео нарезку каких-то моментов из середины видео. И, как правило, что-то да и зацепит пользователя и заставит его продолжать смотреть ваше видео. Также очень похожая техника – это расстановка тайм-кодов видео. И если неинтересно начало, то можно прокликать и где-то тоже зацепить пользователя, где-то в середине или, может, даже в конце. Так он видит сразу содержание видео и больше шансов, что он там останется и будет смотреть его до конца. Следующая техника – это работа с монтажом. Делаем киношный монтаж. Обратите внимание, в фильмах каждые 2-3 секунды, возможно 4, не больше, меняется кадр, меняется план. Это целая наука. На это можно очень долго учиться, но принцип такой. 2-3 секунды поменяли кадр. Обратите внимание, вы можете открыть свой любимый фильм, последить, позагибать пальцы, сколько секунд длится один кадр. Да, мы вернулись! Мы вернулись! Особенно это актуально в шортсах и рилсах. Там это наиболее критично. Но результат не заставит себя долго ждать. Рост удержания, как следствие, больше рекомендаций и больше просмотров и больше заработка. То, ради чего мы все здесь собрались. И вот уже все хорошо, просмотры пошли ракетой. Всегда хочется больше и больше. Что если я вам скажу, что в некоторых нишах можно удвоить или даже утроить просмотры абсолютно легально? Что если расскажу вам о методе, который обычно продают наставники YouTube-школ за большие деньги? Вот посмотрите пример школ и их цены. Как вам? Напишите в комментариях, если учились в одной из этих школ. Сам YouTube уже просит годами: делайте контент с переводами. Вот скрин из студии, как это выглядит. YouTube в справке описал
3 способа локализации. Первый – это локализация вашего текущего канала. Вы можете перевести название, описание и субтитры на очень-очень много языков. Второй способ – это создание копии вашего канала, где вы будете перезаливать переведенное видео на другой язык. Довольно сложный и затратный способ. А у миллионников и уже у стотысячников начинает появляться третий способ локализации – это звуковые дорожки. Но пока еще с ним есть много нюансов. Мы разбирали это на стриме с Романом Колодко. Как показала практика, не так много просмотров, не такой большой прирост, как в сравнении с дубликатами каналов, не такой большой эффект в сравнении с обычными переводами. И есть проблемы с аналитикой пока. Надеюсь, в будущем Google это починит и будет определенно лучше. Согласно нашим наблюдениям, лучше всего заработает локализация, если начинать ее с самого начала ведения канала. Тогда YouTube начнет рекомендовать сразу видео во все регионы, на которые вы переводите, и сразу показывать различным группам зрителей. Если вы хотите переводить старый канал, то рекомендуем переводить все равно на новых видео. И, как правило, требуется 5 или 10 видео, редко 15, для того, чтобы увидеть эффект от начала перевода. Но если вы все же хотите перевести еще и старые видео, тогда вам нужно поменять обложку и название. Это будет сигналом YouTube, что вы что-то поменяли в видео, и он их начнет переиндексировать заново. И если там будут переводы, то он их обязательно покажет в других странах. Вот пример аналитики с одного из каналов по IT-тематике, где мы перевели сразу около 50 видео на 110 языков. Просмотры просмотрами, но всех-то волнует CPM. Это сколько денежек нам заплатят за 1000 просмотров. И если ваш контент на русском языке, то вы заработаете практически ничего, потому что в России сейчас YouTube не монетизируется, и вы получите заработок только со зрителей русскоязычных, которые находятся в Европе или США. Но если вы перевели ваш контент на другие языки, то вуаля, доход появился, потому что его посмотрели зрители на других языках. Вот табличка партнерки Air. Это их оценка CPM на разных языках. На мой взгляд, данные немножко завышены, но в целом пропорцию показывают верно. Я бы сюда еще добавил немецкий язык, он очень популярен, а самый популярный язык по нашей статистике – это внезапно корейский. Если вы создаете канал на корейском языке или переводите на корейский, напишите в комментариях, какой у вас CPM. И у нас для вас есть отличный способ продвижения вашего канала. Мы занимаемся переводами на YouTube уже более 3 лет. Мы переводим каналы на более 140 языков и уже помогли сотням каналам стать успешными. Мы можем делать перевод описаний, названий и субтитров, а можем сделать озвучку. Переходи на сайт по ссылке в описании и бери бесплатный пробный период. Давайте объясню, как это работает. YouTube во время рекомендаций смотрит на интересы аудитории, а интересы он эти определяет и саму аудиторию, в том числе по языку. И обратите внимание, в вашей ленте рекомендаций никогда не будет видео на, например, японском, если там не будет русских субтитров. Мне когда-то предлагало видео на турецком, но с русскими субтитрами. Как правило, предлагают видео на вашем языке, либо копии каналов на вашем языке, либо уже переведенные каналы, например, кулинарка с русскими субтитрами и переводами. Отсюда достаточно простой вывод. Чем больше у вас языков, тем шире ваша аудитория, тем больше людей видит ваше видео в рекомендациях и больше шансов, что оно кого-то заинтересует. У нас сейчас доступно 140 языков. Это значительная часть всех языков мира. При переводах учитываются 2 важных нюанса. Переводы – это умножитель вашего успеха. Если в вашу обложку не кликают, то, что мы уже разобрали ранее, или ваше видео скучное и неинтересное, то никакие переводы вам не помогут. Вам нужно работать изначально с видео, с тематикой, чтобы видео было базово интересно. Только после этого мы уже можем добавлять переводы. Тогда от них будет смысл.
Иначе это просто слив бюджета. Второй нюанс. Подумайте, а интересна ли ваша тема вообще глобально по всему миру зрителям из соседней страны? Например, автоподбор в Барселоне вряд ли будет интересен, да даже в соседней Франции. А вот общие темы вроде путешествия, спорта, кулинарии, творчества – это отличные каналы, которые очень хорошо подходят для переводов. Если вы уже пробовали переводы, пишите в комментариях, на какую тематику у вас канал. Этим способом уже пользуются многие успешные каналы. Вот пример кулинарки, вот пример музыкального канала. Также отлично подходит для творчества, путешествия, искусства и других ниш. Скоро YouTube планирует ввести звуковые дорожки для всех. Сейчас они пока доступны только для миллионников и 100-тысячников, но если вы вдруг уже попробовали дорожки, то обязательно напишите в комментариях, каких результатов вы достигли. Еще один важный момент, если вы выбрали стратегию локализации через создание новых каналов на разных языках. Связь, качество субтитров и качество озвучки критично. Если субтитры плохие, вот пример, нет знаков препинания, нет больших букв, вы сами попробуйте это прочитать, у вас ничего не выйдет. А нейросети такое читать еще тяжелее. В итоге получится плохой перевод и, как следствие, плохая озвучка. Все, естественно, хотят дикторского качества. Поэтому перед озвучкой обязательно почитайте и исправьте ваши субтитры. У YouTube пока получается не очень, поэтому самое время попробовать сервис Creator Tools. Вот и получается, что весь секрет – это методичная, кропотливая работа над каждым видео. Это сценарий, название, превью, монтаж, переводы, сезонность, а также аналитика и все по новой. И тогда результат не заставит себя долго ждать. Тогда вы получите действительно клевые видео. А с вами был Андрей Радьков. Подписывайся на Creator Tools. Мировая аудитория в ваших руках.